Иногда ты задаешь вопрос: кто я? И почему кому-то удается творить, а тебе даже не приходит это самое вдохновение? Неужели это не мой путь? Ты сомнительно твердишь себе. Суетной мир покрывалом шелестит по земле, унося все ненужное. Особенно не нужен твой взгляд, твои стереотипы на суть многих вещей. И взгляд этот обманчив, и ты веришь ему больше всего на свете. Ты одеваешь его мерки на все, что видишь, додумывая и разыгрывая сцены из своего подсознания. Но остановись и посмотри мигающим светом творческого сердца. Творчество – не что иное, как процесс познания себя. Творчество – это неотъемлемая часть нас самих, которую нужно найти, удержать и непременно развивать. Оно наполняет нашу жизнь смыслом и позволяет быть целостными и дает возможность самореализации. Раскрытие своего творческого потенциала – это именно то, с чего стоит начать путь поиска гармонии с собой и окружающим миром. Поверь мне, как человеку, который раскрыл свой путь вдохновения через большой жизненный опыт. Любой из нас является носителем творческого начала. Любой. И это аксиома. Но пребывая в праздном бездействии, творческую жилу в себе не нащупаешь. Необходим осознанный поиск своего адреналина, в безбрежном море увлечений и интересов человечества. Путем проб и ошибок, логических цепочек и противоречий, взлетов и падения. По-другому никак. Ты просто не закрывайся от мира. Смотри на него с улыбкой. Он не агрессивен. Наоборот, он взаимен. Если знать, что все мы здесь вечные ученики, то и плохое и хорошее в нашей жизни видится примерно одинаково, как опыт или урок. Тебе дали условия. Решай. Гораздо важнее для личности человека полученное в процессе решения знания. Но если наглухо замуровать двери в класс, то каким образом туда просочится учебник с задачками? Старайся быть любопытным исследователем, как маленькие дети. Обращай внимание даже на деталь, мимо которой пройдут миллионы. Миллионы, но не ты. Как сказал Галилей, кто решится утверждать, что мы знаем все, что может быть опознано? Задавай себе вопросы на волнующие тебя темы и ищи на них ответы. Во что бы то ни стало, ищи. Постоянно прислушивайся к себе и учись доверять услышанному. Но тебя интересует больше всего что? Чем ты горишь? Недавно один из моих знакомых спросил: «А чем увлекаетесь вы?» И я отвечаю с искренностью: увлекаюсь жизнью и неустанно творю. И это интересно. Неправильно было бы ему ответить, что увлекаюсь какой-то сочинительством в прозе, в рифме. Это не увлечение. Это всего лишь воплощенная форма удобной и родной лично для меня язык общения с миром. А умение красиво изложить несколько абзацев из жизни или смыслово-мелодично зарифмовать их, человеческую эмоцию, он приходит с опытом. Главное не отчаиваться и не забить на все одним махом. Знаете, с первого раза как надо не получается. Точно не получается. Вообще смысл прокачки любого человеческого ресурса, и в том числе творческого, заключается не в движении
и не в достижении результата как такового, а в самом процессе его реализации. И если это взять на вооружение, то хватит и терпения, и внимания, и настойчивости, и даже силы не сложить орлиные крылья. Творчество души, оно выражается в разных аспектах. На самом деле самовыражаться можно и в танце, и в рисунке, и, простите, в вышивании крестиком. Да много в чем можно и нужно. А испеченный торт, в котором заложена идея праздника и соответствующее настроение, может приятно удивить, эмоционально одарить любого. Или с любовью и заботой выращенный цветок. Он способен поразить воображение не одного человека, навсегда превратив их в поклонников живой красоты и гармонии. В любом творчестве огромную роль играет идея. Что, для кого, с какой целью будешь воплощать? Думай над этим. Успех творчества несовместим с хаосом мыслей. Не думай, что кто-нибудь извне сможет зажечь свет творческого сердца. Это ты можешь сделать только сам, только ты. Не забывай любить то, во что вкладываешь душу. А хорошенько вложившись, цените. Вот просто цени свое творение. Оно стоит того. Жизнь не дает гарантий, но предоставляет возможности. Не жди чудес, а просто находи сам. Находи их сам и дари от своего творческого сердца. Не спрашивай себя, что нужно этому миру. Спроси себя, что возвращает к жизни тебя, и займись этим. Ведь миру как раз и нужны такие люди. И только ты являешься настоящим творцом, и твое сердце с единым творческим началом, независимо от того, что ты творишь, а важно как, с каким настоящим порывом и истинностью чувств. И помни, творческое сердце – это аромат индивидуальной свободы. Более того, истинное счастье – это непрерывное творчество твоей жизни.